В общем-то, не было никаких сомнений, что рано или поздно цыгане в город Коркино вернутся. Однако казалось, что после всего, что произошло, какое-то время они будут стараться не привлекать к себе излишнего внимания. Но нет. По возвращении цыгане стали грозить людям расправой, а местные жители были вынуждены вновь просить о защите. И, по всей видимости, цыганская проблема начала находить неожиданное, но вполне логичное разрешение. После того, как табор вернулся, цыган стали массово ставить на воинский учет. А отказ от прохождения воинской службы грозит последним потерей гражданства. Об этом мы поговорим в нашем выпуске. Какая служба, дорогой? Ты что, Будулая здесь нашел? Мы, чевелы, люди вольные. Зачем служить? Гомонили цыгане в Коркино, когда в их особняки нагрянули сотрудники военкомата, чтобы вручить повестки. Но, наученные недавним опытом, буянить и распускать руки не решались. Возможно, потому что сотрудников сопровождали крепкие ребята из ОМОНа и СОБРа. Под раздачу, впрочем, попали заодно иммигранты, в основном трудолюбивые и незаменимые иностранные специалисты из Средней Азии, многие из которых, приехав в Россию, обжившись и перевезя сюда семьи, отчего-то не очень спешат отдать воинский долг новой родине. В общем, в ходе одного только рейда уклонистов и цыган и гастарбайтеров осчастливили более чем 70 повестками о постановке на воинский учет. Всего с начала мероприятий в отношении различных категорий граждан выявлено и задокументировано свыше 450 административных правонарушений, в том числе по линии безопасности дорожного движения и общественного порядка. Представителями военного комиссариата вручено более 70 повесток о явке для постановки на воинский учет. Уточнили в главке МВД по Челябинской области. Коркинские цыгане, конечно, граждане России по праву рождения, и ничего с этим поделать нельзя. И как раз своими правами-то, благодаря наличию паспортов с двуглавым орлом, чевелы, и не только в Коркино, всегда и постоянно, причем очень активно, пользуются. Пособиями по безработице, выплатами для многодетных, матерей-одиночек и так далее. Напомним, когда местные жители стали активно жаловаться властям на поведение цыган и преступления с их стороны, то стражи порядка лишь разводили руками. Они граждане России, мы не можем их депортировать. Так вот, силовики сейчас продолжают усиленные рейды в Коркино с участием сотрудников аппарата регионального ГУ МВД. И рейды, по словам местных жителей, это еще слабо сказано. Речь идет о тотальных проверках, документы, багажники машин, обыски в цыганских домах. Разбегающихся во все стороны вольных людей ловят всем миром. Хотя в рамках закона никакого насилия нет. Цыгане пытаются спрятаться кто куда, но это им не сильно помогает. Группы ОМОНа в черных куртках ходят по домам и улицам, при себе у них есть даже мобильные биометрические терминалы, чтобы быстро установить личность человека. Проверяют всех, и мужчин, и женщин. Патрули ППС останавливают машины, проводят их досмотр. Там же проверяют и документы. В общем, это серьезная силовая операция, но применения какой-либо силы я не видел, рассказал местный житель Иван. Парадоксально, но стоило только местной власти начать наводить порядок, о чем местные мечтали не один десяток лет. Как из стана защитников цыган посыпались обвинения в призывах к межнациональной розни и в том, что силовые органы якобы работают слишком жестко. Какая может быть реакция? Это называется профилактикой? Это самые настоящие карательные рейды. Почему надо только цыган наказывать? Нельзя обвинять целую диаспору и профилактировать весь народ, заявила президент регионального совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. Впрочем, достаточно посмотреть на кадры работы силовиков, просто проверка документов, никому не заламывают руки. Уж тем более никого не бьют, а ведь известно, что полиция может работать куда жестче. Напомним, народный бунт в Коркино начался после расправы над 40-летней Еленой Сарафановой, которая работала таксистом. Для местных жителей, которые десятилетиями терпели выходки табора, это стало последней каплей. И они отправились требовать у диаспоры выдачи преступника. Местный барон им отказал, заявив, что община с этим разберется сама. Когда такой ответ не устроил пришедший народ, цыганский барон открыл стрельбу, ранив 2 человек. Люди тогда стали бить окна в цыганских домах камнями, переворачивать машины. 2 дома были подожжены. Волнения прекратились с прибытием полиции, которая выставила оцепление возле цыганских домов. Словом, страсти вскипели нешуточные, и чудом вообще обошлось без жертв. Что же касается повесток и вообще постановки на воинский учет, то при паспортах России совершенно непонятно,
Почему представители цыганской диаспоры были невидимками для местного военкомата? Они ведь проживают компактно, получают те самые пособия, пенсии и так далее, то есть вполне известны властям. Другой вопрос, что внутрь этих цыганских дворцов, где живут чаще всего нигде официально не трудоустроенные, но весьма наглые наши с вами сограждане, проникнуть без поддержки серьезных ребят в масках и с оружием практически невозможно. Как рассказали местные жители, участие в рейдах полиции в Коркино представителей военного комиссариата вызвало в цыганской среде нечто вроде паники. Никто из них, разумеется, идти служить, а уж тем более воевать, не хочет. То есть выходит, как пособие получать, лечиться по УМС, так пожалуйста. А как защищать свою родину с оружием в руках, то уже не хотят. Кстати, у нас это коснулось не только цыган. В Коркино под раздачу попали иммигранты из Средней Азии, рассказал журналистам местный житель Иван. До подписания главы государства соответствующего закона у людей массово возникал вопрос, почему мигранты? Цыгане или кто угодно после получения паспорта России косят от армии. Ранее вставал этот вопрос в расследовании про узбекскую диаспору, где на себя обращало внимание высказывание лидера московской диаспоры Бахрома Исмаилова. Из-за последних политических и экономических событий из российской экономики изъяты сотни тысяч взрослых половозрелых мужчин и их рабочие места, к сожалению или к счастью. Нужно быть реалистами. Если не применять в экономике мигрантов, кто эти рабочие места будет занимать? А если учесть, что такой мигрант, заменивший в нашей экономике служивого русского человека и получивший потом гражданство, вовсе не спешит идти защищать новую родину, то картина складывается неприятная. Фактически речь идет о тихом захвате страны новыми россиянами, тогда как удел этнических русских – воевать и погибать. Примеров уклонения новых россиян от службы много. Год назад к журналистам обратилась жительница многоквартирного дома на проспекте Маршала Жукова в столице. Подвал ее дома захватили мигранты, устроившие там склад, торговые точки и этническую парикмахерскую. Там длиннющий коридор, все проходы завалены текстилем, сделали этническую парикмахерскую, где мужской и женский залы. Там сидят бородатые мужчины, стригут друг друга, русских я там не вижу. Полиция проверяет документы и говорит, что это таджики и киргизы, но ничего сделать не может, так как они граждане России. Но почему эти молодые граждане не на службе? У нас физрука в школе, где учатся мои дети, забрали в прошлом году. И у меня, простите, вопрос, почему нужно забирать педагога, а вот эти граждане очень нужны государству? Должны тут стричь ноздри друг другу. Возмущалась тогда глава совета этого дома Софья Комарова. Согласитесь, вопрос очень хороший. Ведь и в вашем доме наверняка есть такие таджики и узбеки, а еще такие работают таксистами в торговле на рынках, в барах и кафе. И они не призваны на военную службу, хотя у многих из них уже паспорта России. И лишь с подписанием указанного выше законопроекта дело куда-то двинулось, и то не семимильными шагами. Так, закон был подписан 8 августа, а уже 18-го, по итогам рейдов Следкома и МВД, десяткам мигрантов в Москве были вручены повестки. Проверки производились на автовокзале у метро Щелковская на востоке столицы, а также на овощебазе в том же районе и хостелах. Кстати, с тех пор о других рейдах в Москве мы особенно не слышали, а жаль. Потому как таковые явно просятся на рынке Садовод или в подмосковных котельниках, оккупированных мигрантами. Там традиционно находят много нелегалов, но новых граждан не мешало бы проверить на воинский статус. Если же такой мигрант не согласен, нет проблем, пусть выходит из гражданства России и направляется на историческую родину. Или трудится в России с полным соблюдением миграционного законодательства. И примеры, когда мигранты скандалили, отказываясь становиться на воинский учет, уже есть. Так было, например, с московским новым русским узбеком Махмуджоном Мабубзадой, который со скандалом сдал паспорт России, отказываясь становиться на воинский учет. И получается, что массовое вручение мигрантам с русскими паспортами и цыганам повесток, надо понимать, как раз и есть новое секретное оружие по борьбе с мигрантами, применение которого связывают с действиями нового полномочного представителя президента на Урале, боевого офицера Артема Жога. В уральской столице считают, что его задача как раз привести округ в адекватное состояние, чтобы он соответствовал нынешнему времени. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!